Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня на канале продолжение сериала о вандах в моей коллекции. Сегодня я покажу вам сразу несколько цветений, исключительно домашних цветений этой великолепной синей или голубой ванды. Именно эта ванда стала любимицей большинства зрительниц этого канала, ведь о голубой или синей орхидее мечтает каждая или почти каждая женщина. Мечтала о синей орхидее и я. И как только у меня получилось с первой вандой в моей коллекции, я сразу же принялась за поиски синей ванды. И уже спустя 3,5 месяца после появления первой ванды у меня дома появилось еще 2. Но давайте, как всегда, обо всем по порядку. 20 июня 2020 года из города Арсеньев Приморского края ко мне домой приехало сразу 2 ванды. Одну я очень сильно хотела, вторая досталась мне прицепом. Об этой ванде глубокого винного бархатного цвета я расскажу вам в следующей серии нашего сериала о вандах. Поскольку к тому времени я уже очень хорошо понимала, что нужно ванде в моих домашних условиях, адаптировать эти 2 ванды не составило у меня никакого труда. Все эти страшилки и ужастики о сложности выращивания ванд в домашних квартирных условиях оказались полной ерундой. И если получилось у меня, обязательно получится и у вас. Тем более, что я продвигалась вперед, опираясь на научные теоретические знания, а вы сможете опереться на мой опыт. Но прежде чем я вам расскажу о собственном опыте, давайте посмотрим, что нам рекомендует садовник в уходе за этими великолепными растениями. Ванда – полноправный член семейства орхидных. На крепком прямостоячем стебле супротивно расположены однотонно окрашенные зеленые листья. Корни длинные, толстые, иногда той же длины, что и все растение. Цветоносы несут до 25 бутонов. Раскрываются они почти одновременно, превращаясь в крупные цветы самых разнообразных цветов и оттенков – розового, красного, малинового, фиолетового, голубого, оранжевого, коричневого и других. Часто их поверхности украшены черточками, пятнами других оттенков. Цветение ванды длится до 1,5 месяцев, так указывает производитель. Годится ванда и под срезку, однако помещенный в сосуд с водой цветок живет гораздо меньше. Ванда предпочитает существовать с выпущенными на волю корнями, однако в квартирных условиях такое содержание ванды не всегда удобно и комфортно не только для растения, но и для человека. И поэтому я для себя выбрала содержание ванды в пустых пластиковых горшках. Каждый горшок снабжен огромным количеством вентиляционных отверстий по стенкам горшка. При таком содержании корневая система ванды чувствует себя максимально комфортно. Она не перегревается и не переохлаждается, как в случае со стеклом. Кроме того, не надо забывать о том, что ванда – это эпифит, а это значит, что корневая система растения должна постоянно дышать. Пластиковые горшки с большим количеством вентиляционных отверстий позволяют корневой системе делать это в полной мере. На первых этапах я пробовала содержать ванду с полностью открытой корневой системой. Это оказалось крайне неудобным. Корни постоянно травмировались, а от этого прекращали свой рост.
На корнях ванды можно пронаблюдать такое явление, как гидротропизм. При недостатке воды они способны искать воду и находить ее. Я очень много экспериментировала по этому поводу, и вот один из таких экспериментов. В пустой горшок с вандой я помещала крышечку от обыкновенного ополаскивателя для белья, тщательно промыв ее, и наполняла эту емкость водой. Корни ванды очень быстро находят подобные емкости и прорастают в крышечки из-под ополаскивателя, постоянно потребляя воду. Вы можете разместить емкость любого объема. Вам останется лишь подливать воду, когда корни ванды найдут ее. В самом начале своего пути в пустой горшок с вандой я уложила ракушки с моря для декорации корневой системы. И увидела, что после полива вода в ракушке остается, а корням ванды это очень нравится, и корни проросли внутрь ракушки, постоянно потребляя остающуюся в ней воду. Я проанализировала ситуацию и вместо ракушки стала подкладывать под корни емкости с водой большего размера. И ванде воды достается больше, и мне спокойнее. Как я вам уже говорила, жизненный цикл ванды не предусматривает периодов покоя. А это значит, что при создании благоприятных, приближенных к природным условиям, растение будет расти, развиваться и цвести круглый год, без остановки. Цветение ванды 2-3 раза в год вполне достижимо. Но для этого вам нужно будет создать правильные условия и обеспечить ванде необходимый уход. Давайте взглянем на рекомендации садовника по этому поводу. Итак, садовник рекомендует содержать растения без почвы или субстрата для эпифитных растений. Время цветения с января по декабрь, а это значит, что орхидея способна цвести круглый год. Требования к освещению. Растению требуется много света. Западные, южные окна может потребоваться несколько часов прямых солнечных лучей в день. Садовник рекомендует полив растения 2-3 раза в неделю, а это значит, что полив через день. В период адаптации, когда ваша орхидея обезвожена после транспортировки и продажи, она должна получать воду ежедневно. Самым лучшим вариантом в период адаптации это получение орхидеи воды через листовую массу, то есть через купание или опрыскивание. Мои орхидеи опрыскиваются несколько раз в день, независимо от того, где содержатся – на открытом балконе или внутри квартиры. И сейчас я в очередной раз повторю, что орхидея относится к растениям длинного светового дня, а это значит, что без дополнительного освещения в северном полушарии не обойтись. Для организации дополнительного освещения вам вполне подойдет обыкновенный бытовой светильник со световой температурой 6500 кельвинов и мощностью от 36 Вт и выше. Это для ванд. Много света, много воды, и ваша ванда будет цвести, как моя, 2-3 раза в год. Если ваша орхидея была в адекватном состоянии после приобретения, и если вы сделаете все правильно, то есть обеспечите ванде должный уход и должные условия содержания, ваше растение должно зацвести в домашних условиях в течение полугода. По крайней мере, у меня было именно так. Давайте посмотрим, как это было.
Первое цветение моей ванды после приобретения случилось в течение первых 4 месяцев. Через 5 месяцев первый цветонос из 3 был уже полностью раскрыт. На ваших экранах ноябрь 2020 года. Дата фотографии указана в нижнем правом углу. YouTube канала у меня тогда еще не было, поэтому гораздо больше фотографий, нежели видео, но и видео я вам тоже покажу. Сохранилось видео, которое я снимала в качестве новогоднего поздравления в конце 2020 года, в самом конце декабря. Съемка велась в вечернее время при искусственном освещении, и качество съемки, конечно же, страдает. Тем не менее, можно представить, как шикарно уже тогда, 2 года назад, цвела эта ванда. Очень часто она цветет именно на 2 цветоноса. Что характерно, в каждом новом цветении основной и дополнительные цветоносы меняются местами. И если в данном случае цветонос с большим количеством цветов располагается слева, то в следующем цветении он обязательно будет располагаться с правой стороны. Давайте посмотрим, как это было в следующем, уже летнем цветении. Обратите внимание, основной цветонос, на котором большее количество цветов, располагается справа, а меньший цветонос с левой стороны. В последних 2 цветениях эта ванда цветет только на 1 цветонос. И этому, конечно же, есть объяснение. Еще при покупке у орхидеи была 1 пристволовая детка. Для меня это было небывалой радостью, ведь я мечтала, что когда-то материнское растение зацветет вместе с дочерним. Теперь же мои надежды возросли в 4 раза, ведь материнское растение выращивает сразу 4 детки одновременно. И, конечно же, для этого требуются силы. На ваших экранах последнее летнее цветение 2022 года, и вы посмотрите, как за это время выросли абсолютно все детки. 2 из них располагаются с передней части ствола орхидеи, а 2 с фронтальной. И я готова пожертвовать 2 цветоносом в угоду быстрого роста деток. Когда ваша ванда будет распускаться первым в вашей жизни домашним цветением, не пугайтесь. Цветы при распуске в несколько раз меньше взрослого диаметра и очень светлые. В дальнейшем, в течение недели, а то и 2, их размер будет увеличиваться, а цвет будет становиться более насыщенным и темным. Когда цветок вызревает полностью, из голубого он превращается в насыщенно-фиолетовый. Некогда белые клетки превращаются в розовые, и сам цветок становится необыкновенно ярким. Это самая малоароматная ванда в моей коллекции из всех 4. Ее аромат чувствуется лишь при полном приближении к колонке цветка. Если у вас возникают какие-то вопросы по ходу моего рассказа, помните, что впереди у нас еще 2 серии нашего сериала о вандах. И если вопросы возникнут, пишите их в комментариях. Я обязательно отвечу на них в следующих сериях. И вот еще о чем я забыла рассказать, как пострадало последнее цветение от моей забывчивости. Я оставила цветущую ванду на открытом балконе. И пошалили насекомые. Пыльцу собрали, и сразу 4 цветка ванды в один момент завяли. И теперь абсолютно все ванды находятся внутри квартиры. Я берегу их цветение.
Ну а теперь, как говорится, продолжение следует. И мы обязательно встретимся с вами в следующей серии сериала о вандах на канале «Классика орхидейного жанра».